Я твоя смерть и пришла, чтобы тебя забрать. Именно такие слова, так очень, знаете, спокойно, уверенно, с пониманием. Я услышал это от самой смерти в облике старухи, которая при этом даже приветливо улыбалась. Но как только от волнения стал пятиться назад, по мере приближения ее облик становился все более ужасным. И осознав необратимость и безысходность, то, что я сделал в тот момент, откровенно в поисках совершенного средства от всех болезней и ментальных беспокойств, я в конце концов нашел для себя такое уникальное средство. Это пост в уединенном месте. И заранее рассчитав благоприятный день, взяв все необходимое, я отправился в лес. Из всех книг я выбрал Йога Васиштху. Это собрание интересных историй об аскетических подвигах великих личностей и их реализации. Хотя планировал как минимум 20 дней, на 9-й день, когда я только начал приближаться к первому ацидотическому кризису, то есть мои органы они стали сужаться, освобождаться от глубоко въевшихся токсинов из-за невыносимого холода. Это как раз был тот период в мае, когда шел снег. Я решил уйти с поста, но сделал это неправильно. По идее, надо выходить разбавленными соками какими-то. Я, соответственно, пришел в магазин, но продавщица, увидев мой истощенный вид, взяла связку бананов, моих любимых перезрелых, и, не взяв ни рубля, отдала мне их. И то, как она это сделала, с таким состраданием, я не мог, конечно, отказать. И как бы оправдав это божественным провидением, прямо не отходя от кассы, практически съел их в одно рыло, как я это обычно делал. И как выяснилось через некоторое время, перезрелые бананы любила моя болезнь. И, в общем, ближе к ночи у меня от аллергии стали опухать верхние и нижние веки, стала кружиться голова. И в таком состоянии, выпив еще пару стаканов йогурта с горя, я лег спать. И 3 часа 12 минут ко мне пришла смерть. И оказавшись в такой ситуации, неожиданно для самого себя, сложив руки перед грудью, сосредоточившись на бессмертной душе, я произнес 2 очень известных мантры. Первая — это Двадаша Акшара мантра, и вторая — это Махамритюджая мантра. Первый раз я их повторил как бы на автомате, запинаясь, неосознанно. Моя смерть, она продолжала приближаться. Необратимость. Второй раз я уже постарался сосредоточиться на произнесении, правильном произнесении санскритских слов, но все равно чувствовал приближение смерти. Когда я сосредоточился на личности того, к кому обращаюсь, и смысле мантры, хотя опять стал запинаться, сразу сменилась картинка, как это обычно бывает во сне. После небольшой паузы я проснулся, было время 3:15. Я взял смартфон, чтобы посмотреть в интернете, к чему снится приход смерти в каких-нибудь авторитетных источниках. И увидел сообщение от моего близкого друга, искреннего атеиста, где он прислал мне фотографию с изображениями моих духовных учителей.
И это сообщение было отправлено в 3:12, в тот момент, когда ко мне пришла смерть. С Сашкой гуляли, приехал на последней там электричке, ну там посмотрел там видос, и вот это было все равно одним из последних актов, да? Оно не было сознательным даже, знаешь? Я был, о, давай я Костику отправлю, понимаешь? Оно было даже на каком-то подсознательном уровне. Вот я вот так сказал. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं